друзья! Сегодня мы с вами находимся на фэшн-шоу, которое проходит в Distillery District. Очень старинное место, где раньше варили пиво. Сейчас это такое красивое место, немножко европейское. Вам оно может понравиться, если вы когда-нибудь будете в Торонто. Сегодняшнее фэшн-шоу, представленное компанией God Style. Я не в первый раз уже здесь, третий раз. Давайте посмотрим. Я обожаю показы мод, а вы? Напишите в комментариях, вам тоже захватывающе наблюдать за этим движением, за этим настроением, когда все будто бы как кадр из фильма. Сегодня на подиуме не только профессиональные модели. Некоторые участники просто гости, которые надели одежду бренда God Style и просто пошли. Так просто и так красиво. Признайтесь, хоть раз вы представляли, как идете по подиуму? Под ярким светом, шаг за шагом, голову выше, улыбка, взгляд. Мир смотрит только на вас. Меня, кстати, часто спрашивают, модель ли я? Нет, это просто генетика. Природа работает без выходных. Но если вам интересна тема, как позировать, уверенно на камеру, дайте знать, у меня есть, небольшой опыт, могу рассказать пару трюков. И, кстати, я оставила для вас шорты с крупными планами моделей, с музыкой, которая передает весь вайб. Посмотрите потом, они здесь есть на канале. Атмосфера здесь, она будто возвращает в детство, когда мама собиралась на вечер в красивом платье, с духами. Помните это чувство? Ты смотришь на нее снизу вверх, и вдруг мир кажется красивым. И ты тоже часть этого волшебства. Одежда – это не просто ткань, это настроение, это воспоминание, это способ сказать без слов «я здесь, я живая, я красивая». Коко Шанель говорила, если вы чувствуете себя плохо, наденьте высокие каблуки и нанесите помаду. Может быть, это и правда работает, действительно, как вы думаете? В общем, завершилось наше фэшн-шоу. Сейчас мы идем на патио. Ну, как вам? Напишите в комментариях, считаете ли вы это классной модой. Может быть, кто-то из вас из Милана. Просто интересно. Я как бы не комментирую. Но все равно очень приятно увидеть красивых, стильных людей в Торонто. Их достаточно мало. В основном люди обычно одеваются, конечно. Как все. Короче, этот район, Distillery District, здесь раньше была пивоварня в 20-х годах прошлого столетия. А сейчас здесь живут дизайнеры, художники, артисты и те, кто относится к фэшн. И вообще уже начался дождь. Вот такие здесь кафешки в таком стиле европейском. Winter Special. Видите, у нас еще зима еще у нас. Но на самом деле, да, у нас еще холодно. Еще лето не наступило. Заходим в известное итальянское красивое место. Вот это где скопление всех красиво одетых людей. Одно удовольствие. И здесь все итальянское. Итальянские конфеты. Видите, какое красивое пальто у девушки. И итальянские различные писташио. Такой крошечный, 100 грамм, $10. Итальянская паста, ну серьезно, ее тут просто очень много. Напишите в комментариях, кто вообще не любит итальянскую пасту. Никто не пишет? Ха-ха, ну вот, так и думала. Хорошо, давайте по-нашему. Кто любит макароны по-флотски? Ставьте лайк. А теперь посмотрите на эту шикарную женщину. Зеленое пальто, белые туфли на платформе, стиль просто огонь. А вот ты идешь, а у тебя глаз радуется. А потом еще больше радуется, потому что тут бискотти. Кстати, знаете, что значит бискотти по-итальянски? Давайте так, я скажу вам в конце видео, а вы пока напишите, с чем любите кофе, с бискотти, с круассаном или просто черный, как ваша сила воли. Вот такой канолла, вот он, $7 за штуку. В Канаде дорого же, ребята. Вот такой сэндвич $14, вот такой сэндвич $16. Ну вот идите и думайте. Оливковое масло, итальянское, очень красивые бутылочки, $50. Всего-то $50. Вот, также всего $70. Так, друзья, я сегодня вот так выгляжу. Я в большом количестве сумок.
Ну, что поделаешь. Жизнь видеографа. Классное зеркало. У меня такое же дома. Огромное. Ну, просто ромашечка какая-то. А нет, это мыло. Мыло с ромашкой. $12. Латте-желатин. Бальзамик какой красивый. $170. Самые вкусные это помидоры. Итальянские. От этого зависит вкус пасты. Смотрим, что здесь. Мутти. И да, секрет идеальной пасты не в форме макарон, а в соусе, который превращает обычный ужин в итальянское кино. Мутти – это не просто томаты, это выбор шеф-поваров, которые знают, вкус начинается с правильного помидора. А дальше оливки – соленое золото Средиземноморья. И да, если вы уже проголодались, поставьте лайк. Ну, честно, кто не проголодался? Ну что, после шоу, как водится, закрытая вечеринка. Только для своих, только для тех, кто участвовал, снимал, дефилировал и особенно снимал для Ютуба. Короче, здесь интересная вечеринка. Дизайнеры, художники одежды и так далее. И, может быть, если вы не знали, у меня бабушка тоже была фэшн-дизайнером. Я очень этим горжусь. И, наверное, у меня от нее хорошие гены в стиле, умение одеваться, подбирать одежду. Народу много, и, как это обычно бывает в Торонто, половина лиц знакомые. Даже те, с кем ты знаком не был, все равно ощущение, что где-то мы уже виделись. Наверное, в прошлой жизни или в сторис. Конечно же, а как же без селфи для Инстаграма? Ну, вы понимаете, это же святое. Как шампанское на Новый год. Сюда мы в первую очередь пришли, конечно, за фото. Как я выгляжу сегодня? Мои сапоги. Предлагают тут немножко винца за ваше здоровье, чтобы все как красиво одевались. Смотрите на эти сапоги. Saying you look like a model for Yves Saint Laurent. Oh, really? Thank you. I love Yves Saint Laurent. It's one of my favorites. Атмосфера приятная, люди красивые, свет почти идеальный. В общем, оставайтесь, дойдем до самого интересного скоро. Следующий показ мод. Какие у нас тут пиджачки? $1000. Красивый пиджак. Всего-то $800. Ну что, ребятки, на всех посмотрели, у зеркала постояли, теперь пора проветриться. Кстати, сейчас мы посмотрим вторую часть модного показа, а потом я вас заведу в очень необычное место. Кафе, которое находится в здании 1895 года. Останьтесь, оно того стоит. Так, у нас будет сейчас еще одно фэшн-шоу. Очень приятно. We're sheltering because it's raining. Yes. We can't do much else. We are hiding here. This is probably the best spot, actually. Yes, exactly. Так, да, тут ко мне присоединились. Короче, да, у нас фэшн-шоу и продолжается, да. Вечеринка продолжается. Дождь немножко. Очень красивое место, друзья, если хотите погулять по а-ля Европа, потому что вон там дальше современные дома у нас построены. Это то самое место. Здесь музыка играет. Музыка, конечно, на любителя. Посмотрите на вот это произведение искусства. Я не знаю, что вот это за такая установка, но это что-то нечто. Для этих ребят. В общем, это сооружение представляет из себя, не поверите, американские горки и замороженную слезу. Символ процесса дестерилизации, потому что мы в районе бывшего ликероводочного завода. И вот у меня вопрос, как вообще можно такой красивый викторианский стиль, где мы сейчас находимся, запросто разбавлять штукой из металла. Но это Канада, здесь такое нормально, хотя с учетом того, что трава здесь легализована, возможно, здесь есть смысл и не просто кайф. Гуляем. Очень много красивых девушек с фэшн-шоу. И здесь продолжение нашего Distillery District. Все в брусчатке, очень красиво. И бочонки здесь стоят. Да-да, надпись очень популярная. Все ходят с этими футболками.
Да, мы ждем фэшн-шоу, и я просто в восторге, мне нравится, потому что редко увидишь стильных людей в Торонто, а тут просто глаз радуется. И, кстати говоря, в Торонто ты можешь стать моделью, не обязательно какое-то модельное образование для этого иметь. Ты можешь просто подать заявку и пройтись. Здесь абсолютно не требуется каких-то сертификатов. Ну, для таких обычных повседневных, да, шоу. Поэтому дается шанс всем. Если у вас мечта была стать моделью, обязательно дают вам эту возможность. А теперь заходим в то самое кафе. Это какое красивое. Это кафе расположено в здании бывшей насосной станции 1895 года. Раньше отсюда буквально качали воду, а теперь кофе и атмосферу. Это историческое здание в стиле парижского кафе с гигантской люстрой в стиле водевиль, мягким светом и настоящим вайбом французского богемного уикенда. Пойдемте поднимемся. Очень красиво, да? И да, это кафе действительно как мини-Париж в центре Канады. Стиль, история и кофе – все как мы любим. Смотрите, какие столы интересные стоят. Вот эти. Это интересная штука, кто знает, напишите. Я не знаю. Да, вот такая крыша. И вот так вот все сидят. Вот стол. Что вот там? Смотрите, какие двери. Обалдеть. Вау. За эту песню меня забанят. Любимая песня. Фэшн-шоу начинается. Смотрите, сколько людей уже. Второй этап, второй раунд. А, вот это нечто, да. Можно я не буду комментировать? Ребят, ну честно, руки, торчащие из плеч, из бедер, это еще ладно, современное искусство. Но сейчас вы видите настоящее шоу. Впервые в мире голубь-модель. Да, я не шучу. Сейчас увидите, он разворачивается, принимает овации. Мы все в шоке, аплодируем, визжим. Это просто пернатый триумф. Смотрите. Полетел. Пиджин, модель еще тот. Короче, всем понравился пиджин. А у вас были такие моменты, когда одежда будто волшебным образом меняла весь день? Расскажите в комментариях. Мы все когда-то были тем самым ребенком, который замирает, глядя на красоту. Так, ну у нас почти закончилось фэшн-шоу, и мне очень понравилось, как я сказала до этого, и обязательно участвуйте. Сейчас летом очень много интересного происходит в этой жизни. Это дает тебе стимул и вдохновление, конечно, чтобы одеваться красиво. Конечно, я понимаю, что нельзя судить по одежде, но все же мы встречаем людей по одежке. Поэтому одевайтесь красиво, будьте стильными, и всего вам хорошего. До следующей недели. Пока!